на канале Бесплатная школа видеоблогера. Сегодня может быть не очень качественный звук, мы пишемся без микрофона, но мы постарались выбрать место потише, где особо нет ветра, нет людей, поэтому, думаю, будет слышно меня хорошо. Напоминаю, что если вы хотите задать вопрос прямо во время прямого эфира, это можно сделать. Для этого внизу найдите кнопочку «Стать спонсором», и когда вы станете спонсором, вы можете писать свои вопросы в чат стрима. Если вы смотрите стрим в записи, тогда вы можете задавать свои вопросы в комментариях под роликом. Комментарии доступны абсолютно всем нашим зрителям. Итак, это небольшое вступление было. Тема сегодняшнего нашего эфира посвящена созданию успешного YouTube-канала. А именно я постараюсь разложить для вас по полочкам несколько причин, почему у вас может не получаться канал. И самое главное, что же делать, чтобы начало получаться. Итак, первое видео. Почему не получается сделать успешный YouTube канал? Виновата идея или моя рукожопость? Именно так сформулировала вопрос одна из наших зрительниц. Вообще не важно, из-за чего, из-за идеи или из-за рукожопости. Правильный вопрос, а что же начать делать, чтобы начало получаться? Потому что существует только два вида идей. Точнее, две причины, почему ваша идея не стреляет. Первое, это когда ваша идея вам не подходит. То есть вы выбрали тему для своего канала не по душе, не по своим интересам, а просто потому что услышали, что это популярная тема, что это тема, на которой можно заработать, что это сейчас тренд или что-то хайповая тема. То есть вы выбирали не сердцем, не душой, а холодным рассудком. Хотя на самом деле тема вам совершенно не интересна. И вы делаете ее через силу, заставляя себя. И, естественно, с таким подходом ничего хорошего получиться не может. Вы будете находить себе тысячи отговорок, почему надо что-то отложить, сделать завтра. А как известно, завтра не наступит никогда. Второй тип идей, который не получается, это идея вы не подходите идее. То есть первое, это идея вам не подходит, а второе, вы не подходите идее. То есть идея, может быть, вам нравится, вы ей горите, но у вас просто не хватает знания, опыта, компетенции в той тематике, которую вы выбрали. То есть вы просто не справляетесь с этой идеей. Что же делать? Лучше исходить из того, что идея вам нравится, и качать свои навыки. То есть вы должны начать учиться. И не просто учиться, а учиться очень-очень быстро. Потому что сейчас конкуренция большая, и она становится все больше. Интернет становится все доступнее, все больше новых видеоблогеров приходят в YouTube в надежде найти здесь успех, популярность, доход и так далее. Более того, сейчас очень скоро начнется мультиязычные каналы на YouTube. То есть вы будете конкурировать не только с теми авторами, которые говорят с вами на одном языке, но вообще со всем миром, со всем многообразием языков. Поэтому вам нужно начать очень-очень быстро учиться. Но что же значит учиться? Нет, это не значит сесть и смотреть все 5000 уроков на бесплатной школе видеоблогеров. Толку от этого будет 0. Можете даже не начинать. Учиться – это значит применять. То есть если вы посмотрели какой-то материал, посмотрели сегодняшний стрим, вы должны сразу же что-то из него применить на практике. Учиться можно только применяя. Посмотрели, применили, поняли. Только в этом порядке. Когда вы пытаетесь понять, просто что-то послушав, почитав, вы можете обманчиво думать, что вы что-то поняли. Но если вы попробуете делать, вы поймете, что ваше понимание было неверным, или что его вообще нету. Поэтому учиться через практику. И еще часто люди, когда у них не срабатывает идея, когда что-то не получается, приходят к экспертам с вопросом: а что же мне сделать, чтобы сработало? И эксперт, более опытный, который уже вместо вас попрактиковался, что-то попробовал делать, он может дать вам на самом деле работающие советы, которые помогут вам. Но вы часто те люди, которым мы, например, делали бесплатные аудиты,
не начинают применять полученные советы на практике, а начинают оценивать их правильность. То есть они пришли за советом, но вместо использования совета начинают оценивать эксперта. То есть это очень неправильный подход, и если вы уже обратились за помощью, то сначала попробуйте эту помощь принять, применить на себе, и затем уже оценивать результат, а не оценивать результат, не начав ничего делать. Итак, подведем итог. Почему какая-то идея, даже очень крутая, может не выстрелить? Кто виноват? Идея или вы? Виновато то, что или вы недостаточно прокачаны для идей, или же идея вам просто банально не нравится. Если идея не нравится, меняйте идею. У нас на канале есть целый плейлист с идеями, где уже более 1000 идей на любой вкус. От тематик, которые подойдут женщинам, детям, пенсионерам, дедушкам, автолюбителям, рукодельницам, экстравертам, интровертам. На любой вкус есть у нас идея для канала. Смотрите, выбирайте, меняйте идею. Или же, если у вас не хватает навыков, знаний для реализации идей, начинайте учиться через практику. И тогда у вас точно все получится. Успехов и до встречи в следующих видео. Пора барабан. Сколько минут? 6:36. Ну, нормально. Следующее видео. Почему вы ничего не успеваете сделать, при этом вы устаете и очень быстро выгораете? В чем же причина? Как успевать больше и как получить удовольствие от того, что вы делаете? Есть такие понятия, как важные дела и срочные дела. И мы часто их путаем. Мы делаем срочное, думая, что это важно. Но на самом деле важное может быть не таким срочным, но при этом важным. И нужно его делать. Давайте на примере, чтобы вам было понятно. Я за собой это заметила и сейчас успешно с этим справилась. Итак, я заметила, что я делаю срочное дело. А именно, размещаю видео на YouTube, потому что оно должно выйти в определенную дату. То есть это нужно срочно, иначе дата пропустится и будет пробел в графике выхода. Срочное дело? Срочное. Но какой же к нему противовес важное дело? Важное дело – это организовать так, чтобы кто-то помогал мне размещать эти видео. Чтобы у меня не было вот этого дедлайна, что я не успеваю загрузить нужное количество видео на канал. То есть нужно найти себе помощника. Это важно. И вот вместо того, чтобы уделить время на то, чтобы прописать алгоритм действий, пойти на фриланс, составить техническое задание, выбрать исполнителя и наконец-то перестать самой загружать видео, я в течение нескольких месяцев сижу и загружаю ролики сама. Трачу на это время, расстраиваюсь, что я опять не успела поискать себе помощника, и на следующий день опять загружаю ролики. Вот такой вот замкнутый круг. Кручусь, как белка в колесе, загружая эти видео. И вот этот вот совет насчет того, что нужно перевести свой фокус внимания с срочных на важные дела, помог мне решить эту проблему. Я села и целенаправленно решила эту важную задачу. Я прописала все необходимые ТЗ, все необходимые инструкции, выбрала помощника, и сейчас у меня этой срочной задачи нету, потому что я решила важное. И таких задач на YouTube-канале огромное множество. Например, ответы на комментарии. Тут тоже важна срочность. Если вы отвечаете на комментарий спустя неделю, то человек, который задал этот комментарий, уже ваш ответ, может, и не увидит, или ему давно уже до вас ответили. То есть вы не вовлекли его сразу в беседу, соответственно, потеряли этого вовлеченного зрителя. То есть ответы на комментарии – это срочное дело. Но важнее ли оно, чем запись новых роликов на ваш канал? Если вы не будете делать новый контент, то ваш канал тоже потихонечку затухнет и не будет развиваться. То есть для вас, как для креатора, как для автора, важное дело – это создавать новый контент. А срочное дело, ответ на комментарий, вы также можете делегировать, то есть перепоручить своему помощнику, менеджеру YouTube-канала. Поэтому проанализируйте, какие дела у вас важные, а какие срочные. И те дела, которые срочные, подумайте, как их оптимизировать, найти помощника или как-то упростить эту задачу. Но чтобы вы занимались именно важными делами.
Потому что важные дела — это еще не только то, что важно для развития канала, это еще и то, что важно для вас. То есть если вы постоянно занимаетесь чем-то срочным, но то, чем вам не нравится, что вы не считаете интересным, то вы именно и устаете, вы выгораете. Вам хочется тогда вообще ничем не заниматься. То есть если, например, вы один из таких видеоблогеров, для которого важно самому делать монтаж видео, несмотря на то, что мы придерживаемся другой точки зрения, что монтаж тоже нужно делегировать, я знаю примеры, когда именно монтаж видеороликов и есть то креаторство, то творчество, которое зажигает авторов канала, и поэтому они занимаются этим сами. Так вот, если вам это важно, занимайтесь этим. Перепоручайте другие задачи: загрузку, оптимизацию, комментирование, продвижение, посев ваших роликов. То есть занимайтесь важными делами, важными с точки зрения продвижения и важными с точки зрения вашего наслаждения, чтобы вы реально кайфовали от своего канала, кайфовали от того, что вы делаете. Только тогда у вас будет мотивация, сила, энергия двигать ваш канал вперед. Зрители это очень чувствуют, когда вы заряжены, когда вы хотите это делать, когда вы из себя не вымучиваете, а когда из вас просто бьет энергия, бьет креатив, бьет желание поделиться чем-то со своими зрителями, тогда они остаются на вашем канале, тогда они с удовольствием смотрят вас, подписываются и оставляют комментарии. Поэтому подытожу, проанализируйте, что у вас срочно, что у вас важно, что на самом деле для вас важно, и начните заниматься именно этим. Пора барабан. Сколько минут? Ну, нормально. 12. Ну, всего 12. Это Я больше. поняла, да. Просто следующий большой, не знаю, нагружусь, нет. В этом видео вы узнаете 4 простых шага, которые помогут вам создать успешный YouTube-канал, не потеряв мотивацию. YouTube-канал – это марафон. Нельзя сделать канал за один день, одну неделю, и потом им совсем не заниматься. Это процесс, с которым вы должны жить в течение нескольких лет. Поэтому мотивация в этом очень важна. Очень многие активно начинают делать YouTube-канал, и потихоньку все затухает. И если сначала, например, каждый день уделяли по 8, по 6 часов на создание канала, то потом они уделяют там 2 часа в воскресенье и удивляются, почему же нету развития, почему же нет просмотров, почему же не растут количество подписчиков, почему нет дохода, почему нет популярности. А дело именно в том, что человек потерял мотивацию и потихоньку перестал заниматься своим каналом. Так вот, сейчас я расскажу именно 4 шага, которые помогут вам постоянно находиться вот в этом состоянии азарта, энергии, страсти к созданию канала. Итак, первый шаг – это сфокусируйте свое внимание на создании своего канала. То есть фокус внимания – это когда мы на чем-то очень сильно сосредоточены. То есть когда нас ничто не отвлекает. Потому что у вас, возможно, сейчас есть много занятий, много хобби, вы, может, работаете, учитесь, и ваше внимание рассредоточено между всеми этими делами. Вы уделяете время семье, уделяете время спорту, уделяете время учебе, уделяете время работы и уделяете время YouTube-каналу. Так вот, вам нужно сфокусировать свое внимание максимально на создании YouTube-канала, чтобы это был ваш основной приоритет, к которому вы стремитесь. То есть ваш фокус внимания должен быть как указка, как лазерный луч. Вот знаете, есть распылитель воды, когда вода вот так вот капельками распыляется во все стороны. А есть водяная резка, когда вода очень тонкая струя и под большим напором, и она может резать металл. Так вот, вы сейчас распыляетесь, как пульверизатор, которым растения опрыскивают. А вы должны резать металл своим фокусом, своим сосредоточением на то, чтобы достичь успеха, чтобы сделать YouTube-канал. Это шаг первый. Сфокусируйтесь, сосредоточьтесь, что YouTube – это ваш приоритет, ваша первостепенная цель. Вы решили, что это станет вашим источником дохода, вашей миссией там, в мир, высказать свою идею. Сфокусировались. Готово. Шаг первый. Теперь переходим к шагу второму. Найдите для себя четкую, ясную и понятную причину, а для чего вы делаете свой YouTube-канал. Эта причина должна быть настолько для вас самоочевидной, настолько понятной, что ее не нужно самому себе объяснять. То есть это причина самоцель. То есть
когда вы спрашиваете, а зачем мне это надо, вы себе эту причину говорите, и все, у вас все возражения снимаются. Просто сейчас, если у вас спросят, а зачем ты делаешь себе YouTube-канал? Многие начнут очень расплывчато отвечать. Ну, мне просто это интересно, ну, было бы неплохо там, может, что-нибудь заработать. То есть у вас должна быть причина такая, что если вы не сделаете YouTube-канал, то жизнь, не мила, жизнь не мила мне станет. То есть яркую, эмоциональную. Если вы просто хотите заработать денег с помощью YouTube, то хочу разочаровать вас. Возможно, вы слушаете ролики, которые были актуальны там, лет 10-15 назад, о том, что на YouTube легко можно заработать. Так вот, YouTube, на YouTube можно заработать, как и на любой другой работе. И как на любой другой работе, чтобы зарабатывать, нужно работать. И работать на YouTube, на создании видеоконтента, так же тяжело, как и на других работах. По-другому тяжело, но тяжело это изматывает и физически, и эмоционально, и психологически. То есть не ожидайте, что это какие-то легкие деньги. Нет, это тяжелый труд. Поэтому, если ваша причина это деньги, то деньги можно заработать не только на YouTube. Подумайте, может, вы сможете сделать это как-то быстрее и проще в другой сфере. То есть причина должна быть эмоциональной, яркой. Например, я хочу быть самым крутым экспертом по созданию картин из бисера. Я хочу, чтобы весь мир меня знал как великого художника. И YouTube-канал – это мое средство сообщить миру о том, что я хочу. Или, например, если у вас бизнес-канал, вы хотите стать лидером, превзойти всех конкурентов, чтобы везде, где слышно, например, про сантехнику, говорили, вот этот магазин, вот этот производитель, он самый крутой. Вот если у вас такие эмоциональные цели, это хорошо работает. Даже банальная цель доказать там своим родителям, мужу, что я крутая, что я могу стать популярным, это уже эмоциональная цель, это уже лучше, чем если вы просто решили, что это способ заработать, причем легко. То есть шаг второй – это найти такую причину, из-за которой вы каждое утро будете вставать с желанием делать что-то для достижения цели, для создания своего успешного YouTube-канала. Если вы встаете утром и думаете, опять снимать, надо разместить ролик, у вас, значит, нет такой причины, которая вас будит по утрам, которая не дает вам уснуть. В нашей команде очень много таких людей, у которых проблемы с тем, чтобы вовремя лечь спать. Потому что в течение рабочего дня мы в основном работаем с клиентскими каналами, с клиентскими заказами. И на свои каналы у нас есть время уже в конце дня. И вот когда мы работаем над своими каналами, конечно же, энергии больше и желания больше. И хочется еще 1 час поработать, еще 1 час поработать. Хочется пойти поснимать в воскресенье. Вот вы должны вот так гореть. Ваша причина должна быть настолько яркой, чтобы вы не думали, как отдохнуть от канала, а искали каждую возможность, как бы еще уделить время на свой канал. Третья цель – это поставьте цель. Третий шаг – поставьте цель. То есть у вас есть причина, но цель должна быть более четкой, более конкретной, не такой уже эмоциональной. Потому что когда вы прописываете цель, вы можете просчитать шаги, как этой цели достигать. Например, вы ставите себе цель, что на моем канале должна быть 1000 роликов за год. И эта 1000 роликов должна уже мне принести, например, 50 000 подписчиков. И я уже должен получать доход с интеграцией, например, $100 в месяц минимум. То есть вы пишете конкретные цели. И под эти конкретные цели вы уже можете прописывать конкретные шаги. То есть часто используют даже в психологии такой прием, как визуализация своих целей. То есть представьте максимально четко и понятно, что ваша цель вам даст, где вы хотите быть, кем вы хотите быть, какие навыки вы хотите освоить. Максимально представьте себя в будущем. И затем просто как будто оглянитесь назад, что вы делали для того, чтобы этим человеком стать. Запишите это. И даже если вы просто себе эту картинку представите,
шаги сами потихоньку будут прорисовываться. То есть, когда у вас есть план, вы хотите, не хотите, вы начнете по нему тихонько идти. А когда плана нету, когда вы стоите посреди поля и смотрите во все стороны, и нигде нет ни тропинки, ни намека на чужой след, вы так и будете стоять на месте или бродить кругами. То есть важно наметить, куда вы идете, и тогда вы потихонечку туда пойдете. Пусть маленькими шагами, пусть по чуть-чуть, пусть иногда с остановками, но пойдете в нужном направлении. И четвертый шаг, он самый важный. Это начните действовать. Какие бы вы радужные картины не нарисовали себе на третьем шаге, где мы визуализировали, где мы творили, создавали мир у себя в воображении, если вы не начнете что-то делать на практике, то все это так и останется красивой картинкой, красивой фантазией. Посмотри, примени, пойми. Это такой девиз, который часто можете услышать в наших роликах. Даже если вы сейчас просто послушаете эти 4 шага и начнете делать их, вы уже что-то примените, вы станете ближе к своей цели. Для того, чтобы еще начать действовать, важно, чтобы вы делали это регулярно. То есть у вас должен быть постоянный график. Это должна стать такой рутинной, каждодневной работой, чтобы вы делали это автоматически. То есть вы же, когда утром встаете, вы автоматически идете в ванну, чистите зубы, потом завариваете себе кофе или чай. То есть вы уже не задумываетесь о том, что надо вот это сделать. Вы просто идете и делаете. Так вот, вы должны довести до автоматизма те действия, которые ведут вас к успеху, ведут к вас к успешному YouTube-каналу. Чтобы вы тоже не задумывались, а просто садились и начинали делать. И для вас это было буднично, обычно, как что-то само собой разумеющееся. И тогда вот в таком вот постоянном темпе вам будет намного проще находить мотивацию. То есть весь этот ролик, все эти 4 шага, они про то, что мотивация, она приходит в процессе. Нельзя сидеть на берегу и ждать, что вот сейчас на меня снизойдет мотивация, меня посетит муза творческая, озарение случится, и я начну творить. Нет, это как с аппетитом. Аппетит приходит во время еды, а мотивация приходит во время процесса, во время работы, во время создания. Поэтому вы всегда должны быть в процессе, всегда должны что-то делать на практике. И тогда у вас будет мотивация это продолжать. Запишите эти 4 шага, и пускай они будут для вас просто как компас. Обращайтесь иногда к ним, пересматривайте, перечитывайте, если вы записали за мной эти 4 шага, для того, чтобы скорректировать просто свое движение. Очень легко потеряться среди целей, потеряться среди своих желаний. И перечитав эти шаги, вы просто сможете опять вернуться на ту тропинку, по которой идете, чтобы двигаться дальше к своей мечте, к своей цели, к своему успешному YouTube-каналу, к доходному YouTube-каналу. И завершу эти 4 шага тем, что вы можете столкнуться с трудностями. Вы можете столкнуться с такими препятствиями, к которым не были готовы, которые кажутся вам непреодолимыми. И это нормально. Да, жизнь, она такая. Жизнь не всегда простая. В ней бывают сложности. В ней бывают и взлеты, и падения. В таком мире мы живем, такова наша жизнь, такова наша судьба. Поэтому, если вы столкнулись с препятствиями, не отчаивайтесь. Ни в коем случае не говорите, что я не смогу это преодолеть, я не смогу с этим справиться, это невозможно. Попробуйте найти решение. Опять же, есть такой психологический тест, возможно, вы его даже проходили, когда вам предлагают представить пустыню, что вы по ней идете, и тут перед вами возникает стена. И вас спрашивают, что вы будете делать? И кто-то отвечает, что я сяду, буду сидеть под стеной, кто-то говорит, я буду искать лестницу, кто-то говорит, я обойду. Это тот способ, каким вы решаете проблему. Вот представьте, что вы встретились с этой стеной, с вашей проблемой, которая мешает вам стать успешным видеоблогером. И просто поймите, что путей решения этой проблемы огромное количество. Можно на самом деле перелезть через стену, обойти, найти дверь в этой стене, найти ложку, выкопать подкоп под стеной, смастерить крылья, перелететь через стену. То есть вариантов их огромное количество. Как у любой проблемы, у нее огромное количество вариантов решения. Но вы никогда не найдете эти решения, если не начнете их искать. То есть, если вы столкнулись с проблемой, начинайте искать пути ее решения. И помните о том, что решений может быть огромное количество. То есть, если вы нашли какой-то один способ, и он не сработал, ищите следующий.
всегда старайтесь улучшить тот способ, которым вы создаете свой YouTube канал. Всегда ищите, что можно улучшить, потому что всегда все можно улучшить. И тогда у вас обязательно все получится, и вы будете чувствовать именно подъем, энергию от того, что вы создаете YouTube канал, а не вставать с вопросом: блин, мне надоело все, когда же наконец будут деньги и так далее. То есть ваш YouTube канал должен в первую очередь вдохновлять вас. Тогда вы сможете вдохновить своих зрителей, которые станут вашими подписчиками, клиентами, фанатами и просто вашими друзьями, как часто бывает на многих каналах, когда подписчики становятся настоящей семьей для автора. Спасибо за внимание. На сегодня все. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Всем пока!